Короче, мы приехали в соседний город. Вот эта дорога, но она узкоколейка, я могу... Остановились бы в таком отеле. Обед с часа до 5. Это что, 4 часа, что ли? Алоэ какое растет, а? Мы сейчас покушали. Надя съела. Известность приходит потихоньку. Потихоньку. А это вид с другой стороны моста. Обалдеть, это что, почтовый... Что за пушка? Секс-машина. Салют, друзья. Мы сегодня собрались съездить в соседний город Коскин. Сейчас посмотрим, куда мы доедем. Потому что мы так собрались чисто примерно. И вот мы спустились со своих гор, со своей деревянной хижины в более центральную часть нашего городка. Горы на месте, впереди. Но здесь типа более центрально. Вот, кстати, показать, как мы тут живем в горах, да? Вот магазин «Лидер» называется. Кстати, мы еще зайдем как-нибудь в «Лидер». Большим удивлением для нас было то, что здесь, в деревне, в горах, намного аккуратнее, опрятнее, чище магазины, наверное, даже кафешки, чем даже в Буэнос-Айресе. Просто улицы чище, магазины опрятнее, чище, решеток на окнах меньше. Прям это очень сильно удивило вообще. Отель прикольный такой, только сейчас заметил, что там так много пальм. Выглядит забавно. Я смотрю, чуваки из окна смотрят, ржут, что блогинг происходит. Оля, Коскин. Да? Короче, мы приехали в соседний город вот на этом автобусе. И дорога нам стоила по $1 на человека. И сейчас мы хотим найти, где пополнить карточку. Но это тут очень близко, поэтому такая цена. До Кордобы будет стоить дороже. Баксов, наверное, по 5. US и 5. 15? 15. Bien. Такой желтенький, симпатичный автовокзал. Лавочки. Ой-ой-ой. Такие аппараты, Виллисы. Там впереди горы в тумане, в облаках вверху. Смотрите, какой он нулячий. Нуэво. Весь блестящий. Красавчик. Смотрите, охренеть можно просто. Это походу кофемашина. Я забыл уже, как это называется, но вот у нее 3. Раз, два, 3 вот этих штуки, откуда пролив кофе делается. Ну, ручная вот эта кофемашина. Это вообще жесть. Какого она года? 40-х каких-то, наверное. Вот так-то в 40-х годах в Аргентине вот такие кофемашины стояли, и люди кофе пили. И она стоит просто в городе Коскин, который, ну, маленький вообще. Это банк. Банк де Кордоба. Овощи вот так стоят на улице. Как бы тоже не часто такой встретишь. Очень приличный овощной магазинчик. Hola. 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 ¿Puedes comprar medicamentos para la migraña? Migraña, sí. Migraña sin receta. Sí. ¿Sí? Bueno. Migrinol, ¿sí? Nombre. Migral compuesto. Puede Migral ser. compuesto. A ver, mira. Сними, пожалуйста. Миграль композитум. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Красивый какой дом. С пальмой. Там двор. Мне кажется, видео из этих городков будет интересно не только русскоязычным, кто находится там в России, еще в странах СНГ, а даже тем русским, кто в Аргентине живет. Зацените, это овощная лавка. Блин, ну туда по-хорошему
зайти бы просто, да, показать. Посмотрите, магазин. Это ж можно охренеть или не охренеть. Так, яйца смотрим. Вон, покажи, что мед 5400 песо, литровая банка. Мед, ну Вкусный. считай, $3,5. Это еще дорого, есть еще дешевле. Короче, вообще магазин, конечно, бомба. Мандарины дороговатые, у нас дешевле есть. У нас за 1500 2 кило. Мандарины не надо тут покупать. Вот такие овощные. Ребят, кто в Буэнос-Айресе или в Кордобе, напишите, может, я там таких магазинов не видел. Но так, в таком овощном я первый раз. Смотрите, это прачечная, лавандерия. Вот здесь можно прийти постирать штанишки. Я недавно вечером сидел в ютубчике, как обычно бывает, и встретил там вообще выпуск. Какой-то парень, казах, да, у него канал. И я на его канале встретил чувака, которого мы, когда ехали в Аргентину, через Казахстан мы ехали, и мы ему привезли большую посылку. И мы с ним встретились, пару раз встречались, он нам купил, там, он помог симки, по-моему, нам купил, переходники под розетки, довести нас, встретить из аэропорта помог. Вот. И я его на ютубе встретил вот в чужом типа блоге, он как у него типа как интервью брали, как они приехали с женой, тоже здесь рожали. Вот. И в этот же вечер мне под видосом пишет человек, типа: о, Родион, это что, ты? И мы вот с вами жили в Турции в одном доме, там снимали квартиру. В общем, соседка, с которой мы жили в Турции, снимали комнаты в одном доме. Вот нашла мой канал. Известность приходит потихоньку, потихоньку, поку, известность приходит. А что я хотел еще сказать на этот счет, я не помню. Здесь какой-то прям концертная площадка. Вообще в этом городе Коскин это прям какой-то город рок-концертов. Тут вот такие магазинчики. Это, кстати, флаги каких-то индейцев. Вот такие цветные, квадратные. Ну да, квадратные, наверное, даже и с полосками. Это тоже, наверное, индейцы флаги. А не то, что вы могли подумать. Такой магазинчик со шляпами. Игрушки. Тоже такой достаточно. Медведь. Такие магазинчики достаточно цивильные, прикольные. Деревянные колобасы для мата. Не знаю, может, я неправильно говорю. Но прикольно они с дорожной тематикой, типа рута 40, 38. Термоса в Аргентине это святое. Вот целые наборы для маты, по идее. Термос, видимо, там колобас, какие-то коробочки, видимо, для хранения сахара, маты. Тут вот такие чуваки стоят с подружками. Ремешок у него чётенький. Теплые носочки. Кстати, теплые носочки очень сильно выручают. В холодные денечки теплые носочки. Тоже вот колбасы. Всякие вот колбасы, кстати. Вот тут вот такие ребята стоят прикольные. Угу. Термоса. Тут очень много всего такого для мата, именно очень много. Да, столько колбас я не видел 3000 в одном месте. Прикинь? Да. А где вот эту штуку? Вот трубочки отдельно продаются, они бомбиши или бомбилья называются. И у них прикол, видите, на конце, чтобы маты, листья не попадали. Такая вот штучка, сетечка типа. Вот опять в магазин зашли, очень много магазинов. И здесь, причем, видимо, местная продукция какая-то продается, мед, оливки. Ну, во всяком, не знаю, местное, не местное, но выглядит красиво. Шляпы. Тут
Вот такой чувак с гитарой сидит на видеокамере. Ну, конечно, Коскин это не Биолет-Массе. Биолет-Массе это, видимо, прям, ну, деревушка, а Коскин прям такой туристический городок. Вот тут сколько всяких штучек. Прикольно. Не звонкая, а по бамбуку она такая вот. Вот такие тоже старинные домики. А вот тоже аккуратненький. Зелененький домик. Мы сейчас покушали в закусочной на вокзале. Я съел 2 сэндвича. Надя съела... Надя съела 2 эмпанада и 3 медиалунаса. Вот. Но я выпил 2 чая. Надя 1 чай. И нам это все обошлось долларов 4-5 примерно. Вот. Ничего не снимал, потому что мы еще и телефон там зарядили. И вот сейчас вышли, идем по улице. Город пустой. Еще обед. 4 часа дня. Мало чего открыто. Ну, что-то открыто, но мало чего. И еще сегодня праздник, кстати, день Сан-Маркоса вроде. Еще из-за этого тоже, видимо, не все работает. Где в обед люди? Кто скажет, где в обед в Аргентине люди? Они домой идут, то есть обед с часа до 5. Это что, 4 часа, что ли? 2, 3, 4. Это 4 часа. 4 часа обед. Это где? Ну, как это происходит? Я не представляю. Ну, вот как бы вот так идем по пустому городу. Так, вот там, получается, центральная часть города осталась. Тут вот такой домик красивый. Тут мост. Там вон второй мост. Вон там. А здесь вот речка. Речка, и она так аккуратно выглядит, приятно. Конечно, еще деревья не зеленые. Зима. У нас весна наступает, по-моему, 22 сентября. Если я не ошибаюсь, потому что, честно сказать, я вообще не понимаю, какие тут времена года. Может, тут вообще другие времена года присутствуют еще. Ну, такая речка. Наверное, тоже по весне она, возможно, разольется. А там, короче, мост. Его плохо видно, наверное. Хотя, в общем, там электричка в Кордобу ездит. А это вид с другой стороны моста. Это, короче, просто каждый мост в свою сторону едет. Там в одну сторону наш мост туда, этот оттуда. В общем, вид прикольный. Лошадки пасутся. Ресторан впереди. Рио Коскин. Смотрите, отельчик. Такой интересно выглядит. Остановились бы в таком отеле? Я бы остановился. Если он вообще работает, конечно. Ставни закрытые, но выглядит интересно. Там... Здесь вот такие красивые ступеньки. И они, такое ощущение, что упираются в никуда. То есть вот там заложен проход. Видимо, этот выход заложили. Блин, какое огромное дерево. Просто огромное. И вот этот отель еще с другого вида. Вот такой домик. Заросший. Алоэ какое растет, а? Бабушка бы позавидовала такому алоэ. Вот я говорил, что там мост есть, по которому электричка ходит. Вот эта дорога, но она узкоколейка. Я могу с одной на вторую переступить. С одной рельсы на другую. И эта электричка ездит в Кордобу несколько раз в день. То ли 2 туда, 2 обратно, то ли по одному разу туда-обратно. Это отель такой забавный. Обалдеть, это что, почтовый столб какой-то, походу. Пикапчик зелененький стоит во дворе. Там ребята крышу делают. Тут такое крылечко милое на 2-м этаже.
Непонятно, это вход, наверное. Да, это, наверное, отдельный вход в какую-то, может, комнату под сдачу, типа. Выглядит миленько. Такая калиточка. И вот так вот двор прикольный углом идет. Аккуратненький такой вход. И вот там второй этаж. Тут вот вообще зелено. Где-то зелено, где-то вон желтые еще листики. О, там тоже тачка. Четенькая, а? Вид вообще бомбовский. А вот тоже прикольно смотрится. Желтый забор с белым. Симпатичный домик. Напишите, кто из России, как вам домики в Аргентине. У меня глаз уже замылился, но я до сих пор нахожу их очень стильными, уютными. Очень такими прям сделанными со вкусом. И я даже понимаю, что я бы захотел, но я бы не придумал некоторых дизайнов, которых я здесь вижу. Причем я вижу, что даже, видно, что небогатые дома все равно сделаны, не все, но часть сделаны прям стильно, со вкусом. Просто у меня такой фантазии нет. Ощущение, что чуть, вот над таким домом прям дизайнеры работают. Но я в этом сомневаюсь. Вот кто из России смотрит, напишите, интересно, что вы думаете по поводу этих домов в Аргентине. Я сейчас еще побольше, может, что-нибудь покажу. Вот домик тоже интересный. Тут вот тачанка такая серьезная, с каким-то просто со своим шкафом. Как бы это не автодом был вообще. Внедорожный. Вон дом бирюзовый. Вообще кайф. Вот двор оформлен прикольно. И вот из-за того, что заборов нету, то есть ты не идешь в замкнутой с двух сторон в закрытой коридоре, да, вот в улице между заборами. А как бы пространство, оно типа как единое. И как-то это больше вайба какого-то, что вот это все не за забором стоит. Тут вообще улица прикольная. Вот заборов нету. Вот у человека вот это забор. Вот мусор немножко. Но забор в один кирпич построен. Такой домик. Вот тачанка какая. Просто, что за пушка. Секс-машина. Вот тоже домик. Аккуратненький. За заборчиком. Тут гаражик. Кстати, в гаражи часто ворота деревянные вообще. Очень крутые бывают ворота в гаражи. А вот, кстати. Скорее всего, это деревянные ворота в гараж. Типа как 3 двери сделаны. Но тут и входная дверь тоже крутая. Прикольная, широкая. Ставни вот эти прикольные у них. Тут участок вообще лес какой-то. Какие-то коттеджики понастроили на 2 хозяев. Один коттедж и второй коттедж. Из тростника или из бамбука. Из тростника, получается, иногда заборы делают. Сажают тростник и вырастает забор. Тоже огромное дерево, зеленый заборчик. Калитка такая входная, забавная. Кактус. Вот тоже домик офигенный. Вот там домик за кустами стоит, тоже уютненький. Сейчас забавно, смотрите, вот мы идем, кстати, я не обратил внимания, дорога из тротуарной плитки уложена. Тротуарная плитка на дороге. И мы упираемся вот в такой, это типа парк местный, типа площадка детская, наверное, вот так. Или просто как бы зона, я не знаю. Тут вот какие-то кубы, как скамейки типа. Короче, все, дорога закончилась. Огромная кольцевая идет, мы по ней обходить не будем, мы по прямой пойдем. И все, трасса закончилась. Дальше идет земляная дорога. Дорога, кстати, вот что нам здесь не нравится прям, это то, что здесь очень пыльные дороги. Вот она прям из мелкой пыли. И когда по ней проезжает машина, то она прям очень сильно поднимает пыль, воздух. И ты идешь прям вообще как в пустыне, тебя задувает этой пылью. Тоже дом солидный. Много вот таких колючек.
Вот это, я так понимаю, основная растительность вот в этом месте, где мы живем. Конечно, вот и большие деревья попадаются. Но вот, например, именно где мы живем, там вообще колючек очень много. Деревьев реже встречаешь. Ну и вот дорога, и вот какой-то король этой пыльной дороги едет. И ну тут еще не пыльно получается. Когда пыль, то мы вот так вот выглядим. Надя сегодня свой шарф не взяла. А так обычно вот так закрываемся и идем. Вот домик какой. Видимо, он еще строит второй этаж. И я даже не знаю, как это сказать, но выглядит достаточно мило, как по мне. Ну, как мило? Ну, как средневековый дом вообще выглядит. Что вы скажете? Четко выглядит. Не мило, а просто четко. Вот это старый какой-то, видимо, старая постройка. Вон там тоже такой забавный домик со стеклянными дверьми. Опять колечко, такое же, как мы проходили. И здесь уже вот дети, как я говорил, что это какая-то площадка. На некоторых стоят качельки, ну вот здесь ничего не стоит. Здесь какой-то типа фонтанчик стоит. Вот там домики прикольные. Вот опять к вопросу об аргентинских домиках. Смотрите, какой двумя цветами покрашен. Светло-голубой, белый, еще плюс кирпич темненький такой. Терраска большая. Ставинки, мне нравится. Вот домик. Вот эти ворота вообще классно выглядят. У нас такие же, у нас подраздолбанные. И домик вот. Сочетание желтого с красным. Прикольно смотрится. Там вон зеленый дом. Тоже интересно смотрится. У него окно огромное. И вот эти танкеры, бункеры вот под воду, видите? Ну тут вот такой какой-то. Вот тут собаки. Сердитый пес. Вот эта собака привязалась вообще. Такая она немножко безбашенная. Прыгает, играет, там пытается за пятки кусать. Парень решил с нами тусить. Кто-то строил, не достроил. Как он сюда вообще заезжал, на чем? Короче, тащусь я прям по аргентинским домам. Как-то они прям умеют, чувствуют дизайн, стиль. Вот такие вывески. А тут церковь вот так стоит. Ага, собачка одетая. И вот домик такой аккуратненький. Вот бывает вот так, смотрите. Камушки покрашены. Там какая-то тачка стоит закрытая. Клумбочки, заборчик, эти ворота покрашены. Вот такая творческая хижина. Вот это вокзал внутри. Мы сейчас сходили благополучно в туалет по 12 или 13 центов за человека. И вот так выглядит вокзал. И сейчас мы планируем во второй раз сегодня зайти в кафешку. Вот здесь пару столиков стоит прямо в коридоре. Вот такая дверь металлическая. В Буэнос-Айресе и в Аргентине очень сильно распространены вот металлические двери, окна. Все металлическое. Так, и сейчас мы зайдем в кафешку. Эмпухи — это толкать? Да, все правильно. Вот такой у нас богатский стол. 2 кофе, 3 медиалунаса, водичка, сок апельсиновый нам второй раз подают. И 2 палочки сладких со сгущенкой. Спасибо, друзья, кто сегодня был с нами в нашем маленьком путешествии в Коскин. Пишите в комментах, что понравилось, что не понравилось. И в следующем видосе, я думаю, мы поедем в Кордобу. Тоже там сниму что-нибудь интересное. Наде надо маникюр сделать. Может, и мне надо тоже сделать. Все, чао.